Всем добрый день! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я покажу, как обвязать стельку для тапочка вот таким узором, объемным, красивым. Делать это лучше контрастной нитью, тогда стелечка выглядит гораздо красивее и эффектнее. Приступим. Буду использовать трикотажную пряжу первичного производства. Я всегда пользуюсь пряжей от производителя Lina By. И крючок нам понадобится номер 5. Еще такая иголочка, но если у кого-то ее нет, пластиковая, вполне себе можно обойтись и без нее при помощи крючка. Так, у меня есть заготовочка стельки. Начинаем. Так, смотрите. Вот здесь у нас есть такая косичка. Вот боковая. Я всегда начинаю вот где-то здесь по центру. Берем ниточку. Здесь достаточно туго проходит и вытягиваем вот так. Затем делаем обычные соединительные столбики. Продеваем и вытягиваем. И так повторяем до конца ряда. Продеваем и протягиваем. Итак, мы довязали первый ряд обвязочки. Вот уже красиво получается. Но чтобы было более эффектно, мы сделаем второй ряд обвязки. Для этого вытягиваем чуть повыше. Для этого мы делаем следующее действие. Нам нужно обрезать ниточку. Вот. Но для того, чтобы выяснить, какое количество нитки оставить, мы делаем следующим образом. 3-4 окружности вокруг стельки. Раз, два, три. Ну, я буду делать 3, я уже знаю свою плотность вязания. Вы можете сделать чуть побольше. Обрезаем ниточку, вытягиваем. Продеваем в иголочку и делаем следующую манипуляцию. Так, заводим иголку под косичку, вот под эту косичку, протягиваем. Так, затем вот сюда. Формируем красивую петелечку, подтягиваем где нужно. И далее берем крючок. Смотрите, вот косичка выходит, вернее, из-под косички выходит ниточка. Под следующую косичку мы берем
и вытягиваем ниточку вот таким образом. Вот. Затем снова заводим под косичку, вытягиваем ниточку и делаем точно такой же соединительный столбик. И далее продолжаем вязать соединительными столбиками, протягивая под косичку. Здесь уже дело пойдет чуть веселее. Вот. Продолжаем вязать до конца ряда. Дошли мы до конца второго ряда. Вот это скошенная косичка. Проделываем ту же самую манипуляцию. Достаем ниточку. И вот эта скошенная косичка. Под нее продеваем. А затем вот из этой, которой вышли, сюда и под косичку вот сюда. Вот, сформировали. Получилась у нас такая красивая обвязка. Далее мы несколько раз протягиваем. Вот, смотрите, вот сюда. Теперь под следующую. Тем самым мы маскируем нашу ниточку, фиксируем ее. Так. И обрезаем. Так. То же самое мы проделываем и с нашим начальным хвостиком. Здесь я всегда, вот смотрите, здесь у нас осталась перемычечка, где нет контрастной нитки. Вот сюда заводим. И вытягиваем. Здесь, пожалуй, даже удобнее крючком будет. Затем достаем, вытягиваем на другую сторону, чтобы зафиксировать. Снова. Так. Ну и еще разочек. Вот здесь. Вот здесь. Итак, обрезаем. Вот у нас получились две стелечки, обвязанные, красивые, объемные. Вы можете делать из той же нитки, из которой вязали стельку, но контрастная, по моему мнению, выглядит гораздо интереснее. Если вам понравился мой мастер-класс, прошу поставить реакции, подписаться на канал. Жду ваших комментариев. До новых встреч!